Всем привет! Меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. Сегодня в видео хочу поделиться с вами небольшим таким событием, которое произошло у меня в вязальных моих делах. Я хотела связать повязку, чтобы она была достаточно теплая на тот момент, когда уже в шапке жарко, но однако еще ветер и нужно защитить ушки от ветра. Вот, и я уже взяла чулочные спицы и собралась вязать такую двойную повязку по кругу. Когда набираются петельки, замыкаются в круг и по кругу на 5 спицах, на 4 спицах вяжутся. Но потом случайно я наткнулась на один узор, который позволяет этот самый круг или эту самую двойную повязку связать на 2 спицах. Честно, я не знала об этом. Вот, и для меня это было такой своего рода отличной новостью, потому что вязать на 4 спицах и вязать на 2 спицах имеет большое значение. Конечно, на 2 спицах гораздо удобнее. Вот, и я связала повязку. Смотрите, она двойная. Вот, и связана она на 2 спицах. Называется полая резинка спицами. Я связала образец, чтобы показать, как повязка выглядит внутри. Посмотрите. Вот, я очень довольна, потому что получилось это у меня связать очень-очень быстро и удобно. Вот, макушку мы уже с вами закрывали в предыдущих видео и не в одной повязке. Вы, наверное, с ней знакомы. Но вот сам узор вязания этой самой полой резинки или двойной повязки, это заслуживает отдельного внимания. Поэтому, если вы не знали о таком способе, вдруг так тоже получилось, как и я, не знала об этом, то предлагаю посмотреть мой мастер-класс. Итак, в процессе вязания нам понадобится только 2 спицы. Для сшивания иголка с большим ушком необходимо будет, чтобы замерить сантиметры и, естественно, ножницы, куда же без них. По пряже у меня было 2 мотка, и после вязания повязки на объем головы 55-57 сантиметров от второго мотка у меня ушло совсем чуть-чуть, я даже не знаю, очень мало. Вот, поэтому у меня повязка шириной 11 сантиметров и длиной у меня вышло 47 сантиметров. Если набирать количество петель меньше, например, или вязать по длине меньше, то вполне может хватить одного моточка. Я брала 2 моточка, я была уверена почему-то, что мне точно не хватит, потому что я хотела связать широкую повязку. И считаю, что именно широкие повязки, они намного лучше смотрятся на голове. Вот, поэтому давайте начнем. Вязать повязку буду из пряжи Gazal Baby Wool, моток 50 грамм и в нем 100 метров. Состав пряжи 40% акрила, 20% кашемир и 40% мериносовая шерсть. Рекомендуется вязать на спицах 4,5-5 мм. Я буду вязать спицами 3,5 мм. Номер цвета 123. Хвостик от клубка у нас находится с правой стороны и клубок с левой. Одновременно на 2 спицы обычным способом набираю 42 петли. 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Набрали необходимое количество петель. Напомню, у меня 42 петли. Одну спицу убираем, переворачиваем и приступаем к вязанию первого ряда узора. Первая и последняя петля кромочные. Первую петлю снимаем, не провязывая. Далее будем чередовать лицевая, следующую петлю перекидываем на правую спицу
нить перед работой, лицевая, петлю перекидываем на правую спицу, нить перед работой и продолжаем чередовать. Лицевая, перекидываем, нить перед работой. И так до конца ряда. Осталось 3 петли. Лицевая, перебрасываем на правую спицу нить перед работой, и последняя кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Первую петлю снимаем, не провязывая, и далее всегда будем начинать с провязывания лицевой петли и продолжаем наше чередование. Лицевая, перекидываем на правую спицу нить перед работой. И так продолжаем вязание до конца ряда. Заканчиваем вязать второй ряд. Осталось 3 петли. Лицевая, нить перебрасываю на правую спицу, нить перед работой, и кромочная, последняя петля, ее я провязываю изнаночной. Переворачиваем и продолжаем вязать по такому же узору. Первую снимаем, не провязывая, далее всегда лицевая. Далее перебрасываем петлю на правую спицу, нить перед работой. И продолжаем такое чередование на протяжении всего вязания. Провязала несколько рядов. Посмотрите, какая красота получается. Я связала до необходимого размера. Ширина получилась 11 сантиметров, а общая длина 47 сантиметров. Далее будем закрывать петельки. Так как шов у нас будет спрятан внутри повязки и его видно не будет, поэтому использовать какой-то специальный способ закрытия петель я не буду. Самым обычным способом 2 петли провязываем вместе лицевой, петлю с правой спицы возвращаю на левую и повторяю. 2 петли вместе лицевой возвращаю на левую спицу. И так до последней петли. Остались 2 петельки, провязываем их вместе, вытягиваю нить, беру немножко побольше, чтобы использовать ее для сшивания, обрезаю и далее приступаем к формированию макушки. Для сшивания возьму иголку с большим ушком, продеваю ниточку. С обратной стороны у нас есть ниточка, я ее обрежу и хвостик заправлю вовнутрь. Берем повязку и складываем вот таким вот образом. Далее так и как бы вкладываем друг в друга. Формируем таким образом, чтобы у нас получились ровные части. И получается таким образом, что мы как бы сшиваем 4 полотна. Первый, второй, третий и четвертый. Захватываем их вместе и по краю проходимся иголочкой в одну сторону и в обратную. Следим за длиной этих частей, чтобы они у нас легли ровно. И таким образом продолжаем сшивать до вот этого места. Прошила до конца. Можно еще раз
на краю пройтись для укрепления и хвостик спрятать вовнутрь. Обычно я прохожусь вот таким образом в обратную сторону, вытягиваю ниточку, расправляю и обрезаю. Вот сшита наша часть, расправляем. И наша повязочка готова. Спасибо большое за просмотр. Я благодарна каждому из вас, кто оставляет теплые комментарии под моими видео. До новых встреч и увидимся в новых мастер-классах.